Итак, дорогие друзья, вы снова на канале Копай со мной, Dig with me. Будем снимать продолжение заброшки, потому что покажу вот эту часть. Все обыскали, монеты есть, разные находки есть. Теперь будем приближаться к дому, проверим вот это место и вот это. Посмотрим, что будет. Итак, удалось найти первую монету за сегодня. Что за монета, трудно сказать. Но видно, это имперские копейки, скорее всего, две. Состояние никакое. Глубина была тоже маленькая. Ну, так что идем дальше. И монетка. О, 1/2 марки. А год 1906. Серебро. Супер. Так, после марки метрах 4 вытащил 10 копеек советских. Москва, Кремль. Прикольно. Идем дальше. GoPro стоп видео. Итак, дорогие друзья, были помехи с катушкой. Вышел, чтобы от них освободиться, на то место, где вчера проходил. Случайно зацепил сигнал. Выпала копейка 1864. Сохран не ален, но все же. Продолжаем. GoPro стоп видео. Так, друзья, ходя там, были большие помехи. Передвинулся в эту сторону, вроде помех меньше, но все же. Там, где стоит детектор, вот, выпала монетка. Плохо видно, но это 5 копеек 1949. Вот монетка. 5 пфеннингов 41. Идем дальше. Вот там, где стоит детектор, после долгого времени без сигналов выпал сигнал, и удалось найти 50 копеек, пол-рубля. В хорошем состоянии. 64. Так удалось найти 1/2 копейки. 1837 год. Николай. Такой я еще не находил. Сакта. Да. Довольно в хорошем состоянии. Продолжаем. Так, попался интересный глубокий сигнал. Хотел не копать, но решил попробовать. И выкопал вот такую медную штуковину. Что я могу сказать более с уверенностью, что это крепление кошелька. Очень интересная находка. А еще лучше было бы найти все остальное и полное. Пятачок. Пять копеек 1852. Так, спустя долгое время без монеток выпала монеточка. Я думаю, это пфеннинг.
пылесосик. (1868) 5 копеек. Десять пфенингов. 42-й. Монетка. Долго не было. Это копейка. 1864. Монетка. 1 пфенинг. 43-й. Монетка. Итак, опять монетка. И это, 20 копеек. В метре еще копейка. 1980. Непонятно, но я думаю, это 1 копейка. 1800 конец. Итак, дорогие друзья, спасибо, что смотрели эту серию. Удалось найти целых 24 монеты, но скажу сразу, чтобы вы не подумали ничего, это 4 часа вчера и сегодня 6 часов с половиной. Итого 24 монеты. Пробежимся. Итак, 5 копеек 1852. Довольно целый, если почистить. Опять 5 копеек 1868. Здесь 5 копеек 31. Ну, как они практически попадаются все время. Копейка 1864. 1 копейка, года не видно. Такая же 1 копейка. Здесь однозначно то же самое. Потом копейка серебром 1842. Тоже интересная николаевская монетка. Потом 1/2 копейки 1840. Маленькая такая. Советик 20 копеек 82 года. 10 немецких пфенингов 42. Потом советская 1 копейка 80. Так, здесь 1 пфенинг 40, тоже там 42. Здесь советская копейка, но ничего не видно. Видно СССР. Так, тут копейка 1864. Потом советских 50 копеек 64. Ага. Так, 10 советских копеек 87-го. Тут видно, что имперская монета, скорее всего,
2 копейки, но ничего не видно. Здесь Совет 5 копеек, 1940, по-моему, 9, если можно разглядеть. Так, это тоже копейка серебром Николая, но на ней слабо что-то видно. Так, 1 феннинг снова. Здесь 5 феннингов. Ну и, конечно же, самым достойным оказалось вот 2 серебра. Первая выпала вот это 1/2 дочь марки, 1906 год. Почернела немножко. И вчера, ну, за эти 4 часа, что я копал, на небольшой глубине выпала 1/12 талерчика. Очень прикольная. Я ее уже, правда, почистил, но привез с собой, чтобы показать. Итак, 2 сакты. Здесь какая-то медная интересная крышка. Ну, много пуговиц с разными рисунками. Ну вот, немного меди. 1 пивная пробка попалась. Медяшки. Вот так, еще вернемся. Остался кусок, где надо покопать. Спасибо, что смотрите. Всем пока.